Деревня необычных дачников не так давно появилась вблизи Салехарда. Своеобразная тундра выходного дня, куда городские ханты приезжают, чтобы вновь почувствовать себя дома. Приветствую. Здравствуйте. У вас здесь целая деревня получается, да? Ну да, люди скучают по своей традиционной жизни. Даже вот иногда просят, да чай попить, съездить сюда. Чай попьют, совсем человек себя по-другому чувствует в таких условиях. Городские здесь все жители-то на самом деле, да? Нет, вот если этот чум взять, здесь живет Тайшин Геннадий Ильич. Он всю жизнь проездил в тундре, прожил вместе со своей супругой. Детишек вырастил, оленей стадо держал. И вот сейчас вышел на пенсию, 70 с лишним лет. Но в городе ему жить очень тесно. Хотя у него там 4-комнатная квартира. Вот. А вы? А я что? Я тоже... Сначала тут вообще мало было чумов. 2 чума стояли. А сейчас вот, если посмотреть, около 10-12 чумов стоит. Хотя бы чуть-чуть к нашей традиционной жизни возвратиться. Я вот всю жизнь как будто бы на 2 стульях сижу. Один стул у меня там какой-то городской, второй тундровый. И вот только суббота-воскресенье я уже на другую стул сажусь. И На там, родной? на родной. И вот все время душа и мысли разрываются. Ну и кроме того, ведь что греха таить, тут мы немножко тоже охотимся. Традиционная пища, она и есть традиционная пища. Нам же основную пищу не будут с центральной России возить, как другим жителям нашего округа. С вагонами, самолетами и кораблями, самоходками сюда пищу везут для тех, кто приехал сюда. А нам-то мясо есть, рыба есть, все, больше нам ничего не надо. Куропатка, она, конечно, хоть и постная, маленькая, но много если ее, то можно прокормить. Вот 50 штук, считай, это взрослый олень. Специально ямочку делает. Попадет, туда упадет. И все. Придешь, висит. Тебе на здоровье. Вот эта лиса уже всю зиму ходит. И это, один раз даже в чум у Геннадия Ильича, Геннадию Ильичу Тайшину в чум зашла лиса. И вот вокруг ходит, что-то найдет. Но у нас лицензии нету, так и не трогаем. Пусть живет. Не обеднеет, если что скушает.
На циновке режут. И кушать приятно. Стружечкой. Как дерево. А щуку так не построгаешь. А щуку наоборот хорошо. Я люблю щуку строгать, но кушать нельзя. В сыром виде. А раньше, ты говоришь, что с куропатками делали? Принимали это? Принимали. Мы 1 год как-то 1500 штук сдали в Горрыбкоп. Вот, Скольки ром? вдвоем. Но у нас 3 круга было. По 150-200. 200. Это мы сюда пока поставим. Пленок, да? Да. И под вечер обратно приедешь, куропаток в избушке развесишь, керосиновую лампу зажжешь, и светло. Потом ночь они за ночь оттают. Потом каждую куропаточку берешь, у жен брали вот эти капроновые чулки, колготки, вот так вот отрезали, одну сторону завяжешь, потом раз куропатку туда, и потом с другой стороны тоже на проволочку, и на улицу, потом вытаскиваешь, они как грушечки. Если при сдаче там одно кровавое перышко будет, второй сорт, 69 копеек. А первый? Первый 74. И вот мы старались все в 74 сдавать. Смотрим там кровяное перо. О, оторвал. Все, поставил. Так вот, нашу куропатку куда-то в Норвегию, Финляндию отправляли. Просто так принес в мешке, вывалил. Все, там второй, даже 3-й сорт. А надо ящик такой. И рядками так. Все, сложил. Заготовитель принес. Вот ящичек. Он только пересчитывает. Тогда же коэффициент был. Куропатка считалась мясом. Хоть оленину сдавай, свинину, килограмм сдал, умножается на 5 коэффициент. Например, на рубль сдал, тебе 5 рублей. На 5 рублей можно отовариваться. А куропатка, она в среднем, ну что, тоже где-то с килограммчик будет. Почти. И 2 котлетки вот такие хорошие. Отрезаешь у нее грудинку, через мясорубку. Но на одной куропатке тоже не проживешь, наверное. Нет. Куропатка же, она мясо постное, ну, не жирное. Его варят с жирной оленины. Тогда вкусно будет. Но самое-то главное, что добыча куропаток – это детский труд. Дети и женщины в основном на куропатку. А мужчина тот должен это побольше дичь добывать. Вот. То есть и женщины, в принципе, эти пленки умеют ставить, да? Так они и учат ребятишек. Вот. Бабушка меня, Дарья Дмитриевна Талигина, научила. Сам самостоятельно 2 петли поставил. И час не пройдет, пойду сбегаю. Час не пройдет, пойду сбегаю. И так 1 раз пришел. Ух ты, куропатка попала, так подлетывает. Ну, взял я, снял с петли. И их так держу домой, занес в чум. Бабка только увидела и упала. А дядя говорит: ты что наделал? Бабку убил. А я-то не пойму, как так я бабку убил? Я же кормилец, я куропатку домой принес. А оказывается, живую дичь нельзя в чум заносить. Это, мол, смерти кому-то ты желаешь. И вот бабка из-за этого и упала. А когда я уже
это, куропатку занес. Она говорит, ой, молодец, ой, какой молодец, кормильцем стал. И вот так взяла, тут положила. Ну все, завтра сварим. Сколько лет было? Ну, у меня лет 7-8, наверное. Вот желудочек, если тебе попадет, ты не должен его один кушать. Одну половиночку ты, вторую половиночку отдаешь тому человеку, которого уважаешь. Угу. Закусил. О, это хорошо. Вот смотри. Это как называется? Бедрышко. Вот здесь вот очень много жил полукостяных. Сейчас покажу. Вот. Это их называют щучьими стрелами. Поссорились щука с куропаткой. Щука из-под воды стрельнет и в ногу попадет. Вот стрела. А куропатка сверху вниз стрельнет и В спину. в спину. И сейчас посмотрите, у щуки на спине вот такие вот стрелы. Много-много. Кто победил? Никто не победил. Ага. При своих интересах остались.